Друзья, я не устаю их готовить, только мука и молоко. Рецепт очень простой, вы будете в восторге. Это лучше, чем пицца. В миску наливаю стакан воды. Здесь у меня 250 мл воды. И стакан молока, тоже 250 мл. Продукты у меня комнатной температуры, но в крайнем случае, если возьмете молоко из холодильника, ничего страшного. Добавляю чайную ложечку соли. И немножечко перемешаю венчиком, чтобы соль хорошо разошлась в жидкости. Друзья, сегодня вас будет ждать просто невероятный сюрприз, поэтому оставайтесь со мной до конца, чтобы не пропустить все самое интересное. Здесь в миске у меня 800 грамм муки. Я просеиваю муку в тесто. Посмотрите, добавляем не сразу всю муку за один раз, а сначала просеиваем половину, примерно 400 грамм. Мука всегда и у всех разная, поэтому удобнее добавлять ее частями. И когда замешиваем тесто, смотрим на его консистенцию. Если нужно, всегда можно добавить еще пару ложечек муки. Также добавим в тесто чайную ложку разрыхлителя. Все немного смешаем. Пока не нужно тщательно перемешивать продукты, просто пару раз перемешайте, чтобы жидкие ингредиенты объединились с мукой. И теперь просеиваю оставшуюся муку и замешиваю тесто. Сначала удобно замешивать ложкой, удобнее всего деревянной, но подойдет и обычная столовая ложка. Вот так. И когда тесто более-менее перестанет прилипать к рукам, мы можем приступить к замешиванию теста руками прямо в миске. И когда тесто уже собирается в комок, можно взять его в руки, посыпаем стол мукой и хорошенько вымешиваем тесто на столе. Вымешиваем примерно 5 минут, этого будет достаточно. Ребята, это тесто очень простое и универсальное. Готовится оно совершенно без яиц, с ним приятно работать и продукты для него найдутся на каждой кухне. Лепешки из этого теста легко заменят хлеб во время обеда. Особенно хороши они к борщу с чесночком, к куриному бульончику, да и вообще к любому супчику. А кто-то любит такие лепешки со сладким чаем. Как говорится, вкусы у всех разные, поэтому о вкусах не спорят. Посмотрите, какое мягенькое и однородное тесто у нас получилось. Сразу делим большой шарик теста на 4 части. И каждую часть теста подкатываем в такие маленькие шарики. Берем кусочек теста, разминаем его вот так и делаем вот такой шарик. Вот такая красота получается. Я уже говорила, с тестом очень приятно работать, сплошное удовольствие, оно не липнет к рукам. И если необходимо, немного присыпаем рабочую поверхность мукой, подпыливаем, чтобы все-таки тесто не прилипало. Все готово, красота! Теперь складываем шарики теста в пакет и оставляем минут на 10, чтобы тесто отдохнуло, пока мы будем готовить очень вкусную и простую начинку для наших лепешек. Тесто в пакете просто оставляем на кухонном столе при комнатной температуре, в холодильнике его убирать не нужно. Начинка сегодня у нас будет очень простая и при этом очень вкусная. Я беру 2 репчатых луковицы, отрезаю все лишнее и нарезаем лук тоненькими полукольцами или четвертькольцами, вот таким образом. Готово, нарезали лук. Теперь отправляю лук в миску и добавляю хорошую такую щепотку соли. Вместе с солью добавьте немного свежемолотого черного перца. Если есть свежемолотый, вот в такой мельничке, будет прекрасно, идеально. Если нет, добавьте уже готовый молотый перец из пакетика. Так, прекрасно. Лучок посолили, поперчили, и теперь вот так вот ручками начинаем его жмякать.
Хорошенько перемешиваем, перетираем руками лук с солью и с перцем. За счет этого он становится мягким, пускает сок и пропитывается всеми ароматами молотого перца. Запах, друзья, стоит просто невероятный, как будто готовишь шашлык и маринуешь лук для шашлыка. Я также добавила еще немного приправы из сушеных помидоров с чесноком и базиликом, но это не обязательно. Соль и перец – самая главная и основная приправа. Теперь возьмем грамм 300-400 мясного фарша и добавляем фарш к луку. Все хорошо перемешаем, лучше перемешать руками, так ингредиенты лучше объединятся между собой. И разделим фарш на 4 части, получится вот таких 4 котлетки условных. Отставим в сторону и вернемся к нашему тесту. Оно уже хорошо отдохнуло, с ним теперь очень удобно будет работать, оно стало еще более мягким, гладким и податливым, послушным. Немного подпыливаю стол мукой и раскатываю тесто в тонкую лепешку, в тонкий пласт. Посмотрите, вот так тоненько раскатали тесто. Оно замечательное и абсолютно не липнет к столу. При этом мягкое и очень нежное. Я растопила кусочек сливочного масла, грамм 100-150. Этого количества масла мне хватит на все 4 лепешки. И хорошенько смазываю лепешку растопленным сливочным маслом. На серединку лепешки выкладываю мясную начинку с луком, которую мы с вами подготовили, в которой много лука, специй, очень вкусная и ароматная. И вот таким вот образом пальчиками, руками распределяю начинку равномерно по всей поверхности теста, по всей лепешке. Готово. Посмотрите. Теперь берем и аккуратненько начинаем скручивать лепешку в рулет. Все делается очень легко и просто, друзья, у вас точно получится. Посмотрите, вот такой вот аккуратный рулетик у нас получился. И теперь этот рулетик берем и скручиваем вот в такую улитку. А пока обещанный сюрприз. Друзья, сегодня для нас самый счастливый день, вы только посмотрите, это просто невероятно, у вас уже 2 миллиона. Давайте посмотрим, как это происходит в реальном времени. 1 997 998 999. Ох, друзья, я так волнуюсь, думаю, вы волнуетесь не меньше. Поделитесь в комментариях вашими эмоциями. Кто же он, этот счастливчик? Ура, ура, любимые мои, это чудо! 2 миллиона подписчиков на канале Готовим дома. По ощущениям, как Новый год или рождение ребенка. Я от всей души поздравляю вас, мои любимые подписчики и постоянные зрители. Спасибо, что именно вы, да-да, вы нажали кнопочку подписаться и стали частью нашей большой и дружной семьи Готовим дома. Мы ценим и любим каждого из вас. А я продолжу вас радовать новыми вкусными рецептами. И с трепетом мы будем ждать заветную цифру в 3 миллиона. Присоединяйтесь к нам и станьте частью большого и дружного кулинарного сообщества «Готовим дома». Я вас всех очень люблю и благодарю. Приготовь, поделись, подпишись. Ох, друзья, такое невероятное событие, просто мурашки по всему телу, спасибо вам большое. А тем временем мы с вами скрутили вот такую улитку. Кончик теста мы заправляем под лепешку. И теперь немножечко прижимаем лепешку руками, ладошками, делаем ее чуть более плоской. Можно немножечко посыпать мукой и слегка раскатать скалкой, чтобы лепешечка стала чуть более плоской. Излишки муки можно стряхнуть кисточкой, вот таким образом. Первая лепешка уже готова, отправляем ее на противень и тем временем раскатываем второй кусочек теста, второй шарик теста. Точно так же посыпаем стол немного мукой и раскатываем шарик теста в тонкую лепешку, в тонкий пласт. Раскатали.
Хорошенько смазываем лепешку растопленным сливочным маслом. За счет масла лепешка получится еще более вкусной и очень мягкой. Выкладываем начинку, равномерно распределяем. Для такой лепешки вы можете, друзья, использовать любую начинку, которую вы любите. И точно так же скатываем лепешку в рулетик. Готово. А рулетик сворачиваем вот в такую симпатичную улитку. Снова немного подпыливаем лепешку мукой, немножечко раскатываем, чтобы она стала чуть более плоской, и отправляем на противень. Посмотрите, какая красота получилась, выглядит очень аппетитно, а после запекания будет выглядеть просто сногсшибательно. Любимые мои, все уже практически готово. Духовку я разогрела до температуры 180 градусов. Осталось только смазать лепешки желтком с молоком. У меня здесь 1 желток и столовая ложка молока. Смазываю лепешки при помощи кисточки. Тогда корочка у готовых лепешек получится румяной, золотистой, очень красивой и очень аппетитной. Отправляю лепешки в горячую духовку. Напоминаю, что температура духовки 180 градусов, и выпекаю 45 минут до красивой золотистой корочки. Как только по квартире начнет распространяться божественный аромат вкусных лепешек с начинкой из мясного фарша с ароматным луком, знаете, лепешки уже готовы, скорее спешим к духовке, вынимаем оттуда лепешки и прямо из духовки подаем эти вкуснейшие лепешки, пока горяченькие, с пылу с жару. Пока готовила, я так проголодалась, аппетит разыгрался не на шутку. Сверху вы можете смазать лепешки, пока горячие, растопленным сливочным маслом. Можете просто взять кусочек сливочного масла из холодильника, смазать лепешечку, будет отлично. Масло сделает лепешку еще более мягкой, а также дополнительно пропитает ее и придаст сливочный вкус и аромат. Друзья, вы только посмотрите, ну что за чудо, что за прелесть получилась. Уже просто не могу удержаться, чтобы скорее не попробовать кусочек. И буду честна, мы не удержались и одну лепешку съели по дороге, поэтому показываю вам 3 штуки. Лепешки обалденные, очень вкусные, нежные, мягонькие, по вкусу как чебуреки. К супу, к чаю, в общем, все, с чем вы любите, с тем такие лепешки будут идеальным вариантом. Друзья, это лучше, чем чебуреки, и лучше, чем пицца. Давайте разрежем одну и посмотрим на ее богатый внутренний мир. Вау, вы только посмотрите, это просто шедевр, гениально. Посмотрите, какой красивый рисунок, такая красота, хоть на праздничный стол подавай. Ребята, очень красиво смотрится, я в восторге. Уверена, что этот рецепт понравится и вам, и вы удивите свою семью, близких, любимых и даже своих гостей. Дорогие мои, скорее сохраняйте рецепт в закладочках в своих соцсетях, таким образом вы всегда сможете найти его и приготовить в любое время. А я благодарю вас за то, что провели это время вместе со мной. Еще раз поздравляю вас и нас с 2-миллионным подписчиком. Желаю вам всего самого лучшего, всего самого доброго, приятного аппетита, вкусных лепешек. Пока-пока и скоро увидимся. А с вами была Олеся на канале Готовим дома. Люблю вас, дорогие мои.